Полноценный сон – один из залогов хорошего самочувствия. Но выспаться порой не так-то просто. Храпящий рядом человек. Он доставляет неудобства не только окружающим, но и самому себе. Ведь храп – это проявление заболевания, синдром обструктивного апноэ или прекращение дыхания во время сна. Чем это может быть вызвано? Это различные причины, начиная с повышенной массы тела, вредные привычки, курение, употребление алкоголя и заканчивая различными тяжелыми заболеваниями, которые сопровождаются нарушением дыхания во время сна. Поэтому, когда мы видим в интернете такие объявления, что выпейте отвар травы, или вот вам уникальное средство, или мы за 15 минут вас вылечим от храпа, это, конечно, не так, потому что каждый храп у каждого пациента, он индивидуален. Согласно статистике, храпит во сне каждый 5-й житель планеты, причем женщины храпят с той же частотой, что и мужчины. Но это на Земле. Оказалось, что храп – исключительно земная проблема. Обследование экипажей космических кораблей показало, что храпящие на Земле космонавты в полете спят, как дети. Все дело в силе тяжести. В космосе ее нет, нет и храпа. Хотя, если говорить о земных детях, их эта проблема тоже не обходит стороной. Причины храпа у детей – это нарушение дыхания через верхние дыхательные пути. Это увеличение аденоидов, увеличение небных миндалин. У детей синдром обструктивного апноэ, сна, которым осложняется храп, это абсолютное показание для проведения санации верхних дыхательных путей для восстановления дыхания. Мамы всю ночь не спят, они сидят рядом с ребенком, потому что ребенок останавливает дыхание, перестает дышать, а не будет его. То есть это не спит ребенок, не спит мама. Когда мы делаем операцию, мамы прибегают наоборот, что они не спят, потому что ребенок дышит так, что его не слышно. Не особо слышно должно быть и взрослого спящего человека. В том случае, если у него все в порядке с дыханием. Ну или если это дайвер со стажем. Нормальный человек, попробовал задержать дыхание, через 30 секунд опять начнет дышать, потому что нетренированному это невозможно. А человек в течение ночи остановки дыхания происходит по 1,5-2 минуты, и из 8 часов сна это происходит в течение 4 часов. То есть половину ночи человек не дышит. Частые остановки дыхания приводят к острой кислородной недостаточности, а потому заболевания сердца, гипертония, нарушение мозгового кровообращения напрямую связаны с синдромом апноэ во время сна. И в этом случае откладывать визит к врачу не стоит. Методы лечения синдрома обструктивного апноэ во сне можно разделить на консервативные, например, снижение массы тела, и хирургические. Это операции по восстановлению носового дыхания, это операции по увеличению просвета глотки, это серьезная операция увала палатофарингопластика по восстановлению просвета дыхательных путей на уровне мягкого неба и глотки. Ну и, наконец, у тех пациентов, которые страдают тяжелым и средней тяжести синдромом обструктивного апноэ во время сна, применяется методика аппаратного дыхания во время сна, то есть так называемая СИПАП-терапия. Этот метод по статистике помогает 100% пациентов, но пациенту приходится все время спать со специальным аппаратом, который надевается, фиксируется в виде масочки на лицо, и пациент спит. Аппарат СИПАП – это компрессор, который чутко реагирует на ритм дыхания и подает дополнительный воздух для повышения давления в дыхательных путях. Не совсем удобно, но эффективно. Часто пациенты задают такой вопрос: а скажите, я навсегда избавился от храпа, проведя операцию? К сожалению, нет. Операция делается на данный момент времени данному пациенту в данном состоянии, в котором он находится. И сказать, что это на всю жизнь, мы не можем. Поэтому наиболее такие эффективные методы – это здоровый образ жизни, снижение массы тела, отказ от вредных привычек, отказ от употребления на ночь препаратов, которые способствуют углублению сна, то есть снотворных, седативных препаратов, отказ от употребления газировки перед сном, как ни странно, раздражение диафрагмы газами, которые находятся в желудке, усугубляют и усиливают храп и синдром обструктивного апноэ. Итак, избавиться от храпа можно, а взамен вернуть себе и близким здоровый, комфортный сон, практически как у космонавтов.